Здравствуйте, друзья! Мы начинаем наш легкоходский проект. Начинаем наш легкоходский проект 2019 года. Собираем мы комплект снаряжения для проведения походов в легкоходском стиле, не называя себя легкоходами. Ну его нафиг. И мы представляем первую чрезвычайно тяжелую палатку, целых 1490 грамм, от фирмы 3F All Gear. У нее есть странное и не очень оригинальное название 3F15D, что раскрывает кое-что нам о ткани. Или еще у нее есть название Пияоун, что-то такое вроде бы, как я посмотрел про Олимпиаду. В общем, это прикольная, интересная, самостоящая, одноместная или полутораместная палатка. Хордистрофиков на заднем плане. Тяжелая! На Алиэкспрессе она представлена в двух вариантах. Якобы трехсезонная и якобы четырехсезонная. Основное отличие – это наличие ткани на внутренней палатке. В этой она есть, в трехсезонной, что странно. Да? Казалось мне всегда, что трехсезонная тоже должна быть достаточно защищенная. Там вообще только сетка. Почему мы выбрали такую палатку, почему условно четырехсезонную? Ну, потому что вот у нас здесь конец апреля, и тут холодно, и может снег выпасть. Кроме того, палатка такая защищена лучше от конденсата. Хозяин палатки такой, даже в случае, если он ставит ее без тента, останется в некоторой зоне приватности. А если палатка с сеткой, то это, как на улице. Но самое главное, это, конечно, защита от ветра в достаточно суровых каких-то условиях. Давайте ставим эту палатку без тента и смотрим, как она устроена. Все, есть. Я поставил палатку, и теперь могу вам показать и рассказать, что она из себя представляет уже в конструкции. Поставил пока ее без тента, чтобы было лучше видно. Это самостоящая палатка. То есть она стоит без колышков, если нет сильного ветра. Сейчас, естественно, я поставил ее на колышки, потому что с ветром все окей. Почему мы выбрали такую палатку, а не палатку домиком легкоходским? В действительности она более комфортно, на мой взгляд, и лучше сопротивляется дождевой, ветровой и снеговой нагрузке. Мне кажется, что это более комфортное решение. То есть, конечно, если бы нам кто-нибудь подкинул легкоходских домиков, то мы бы взяли на тест. Но для себя мы покупаем самостоящую палатку. Давайте перейдем к конструкции. Здесь одна алюминиевая дуга 70-001 сплав, что бы это ни значило. Эта дуга расходится внизу на два хаба. Вот такие вот интересные уголочки. Вот она раздвояется. Что позволяет при одной дуге, то есть легкой, сделать больше внутреннего пространства. Я вполне считаю, что если она, конечно, и полутораместная, выглядит она, конечно, одноместной, но только разве что на полутора китайцев. Хабы расположены с двух сторон. А сверху расположена консоль. И это очень важно. С одной стороны, она дает большее внутреннее пространство. Да? У нас сверху она не складывается, как Cloud Up 2, в пирожок. А с другой, она позволяет сделать хорошие, большие, незадуваемые входы. Размер палатки 210 по внешнему обводу в длину, 70 в ширину. 70 это, конечно, просто комфортно для одного человека. Верх 100, а по верхней палатке 110. Обратите внимание, ткань занимает фактически все пространство по бокам, и лишь небольшие треугольники на дверях и сверху это вентиляция из сетки. В общем, все грамотно, мне нравится.
все, палатка поставлена. И сейчас я расскажу о материалах. Верхний тент палатки сделан из ткани с ниткой 15 ден. Это не очень много. Дело в том, что сама фирма 3F, она вообще специализируется по легкоходскому снаряжению. Есть даже некоторые сведения, что это всего лишь филиал Nature Hike, который занимается именно легкоходской снарягой. Дно палатки 40 ден. И водостойкость палатки 5000 миллиметров. В одном месте показано больше 3000, в другом 5000 миллиметров. И больше 3 и 5 это вполне достаточно в наших условиях. А теперь посмотрите, какая она асимметричная. Было бы странно, если бы у одноместной палатки было 2 входа. Но прикол в том, что здесь один очень хороший, длинный вход, тамбур, благодаря консоли. А внутри нас ждет сюрприз. Но сначала несколько слов о вентиляции. У нее есть вентиляционное окошко и дуговые вырезы у земли. То есть в действительности тент не доходит до низа. Мы встречали это у других палаток для несложных походов. И можем уверенно сказать, этого достаточно для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию внутри. К тому же сетка на внутренней палатке занимает достаточно много места. Ткань плотная, швы ровные. И все швы проклеены. Кармашки, крючки, все на месте. Но самое интересное это то, что второй тамбур, который порядка 50 сантиметров, он меньше, чем основной, который около метра. Так вот, второй тамбур открывается изнутри, и вы можете сделать фактически внутри такую своеобразную кладовку. Да, это палатка с кладовкой, с чердаком. И это, наверное, одна из самых интересных ее фишек. Кошку, кстати, можно положить. Подводя итог, мы видим палатку класса ультралайт, но при этом исключительно удобную для одного человека. Очень радует ее консоль и из-за этого удобный удлиненный вход. И кладовка. Это легкая палатка, легкая за вменяемые деньги. Спасибо дедушке Али за то, что помогает нам осваивать новые технологии, не переходя на чистый доширак на месяцы. Ну и несколько слов от владельца палатки. Точнее, владелицы. Как палатка? Ну, отлично. С вентиляцией все в порядке. По месту тоже хватило. Я рюкзак даже убрала внутрь палатки, использовала вместо подушки. У меня рост 1,67 м, и все влезло отлично. Вообще нравится? Да, нравится.